Почему разделились украинцы, россияне и белорусы? Этот вопрос часто всплывает, но ответ на него сложнее, чем кажется. В этом видео короткий исторический обзор того, как это произошло и какая при этом была роль церкви. Для начала вспомним, кто такие русы и как они появились. Первые упоминания о них не связаны со славянами. В 839 году русы сопровождали византийских послов при дворе франкского короля Людовика. Среди них было двое, назвавших себя Рос. Как выяснилось, они были шведами. Это согласуется с тем, что в финском и эстонском языках слово «русы» до сих пор означает «шведы». Название «русы» происходит от древнескандинавского слова «родр» – «гребля». На побережье Швеции тогда жили мореходные дружины, промышлявшие торговлей, а иногда и набегами. Освоив путь из варяг греки, они постепенно стали правящим слоем среди восточнославянских племен – кривичей, северян, древлян, вятичей и других. На севере и востоке жили также финно-угорские племена – Меря, Весь, Мурома, которых со временем ассимилировали славяне. Русы изначально были этнически и культурно отличные от славян. Подтверждение их быстрого смешивания с местным населением приводит образ князя Святослава Игоревича и его прическу – оселедец. Однако такие внешние детали скорее говорят о тюркском влиянии, чем о славянизации. Настоящее слияние, скорее всего, произошло позже, через принятие христианства. Около 1000 года исчезают языческие и скандинавские погребальные обряды, уступая место христианским. К концу XI века русы окончательно перешли на славянский язык. В XII веке из письменных источников почти исчезают названия славянских племен. Только с XIII века, уже после распада Киевской Руси, появляются русские люди. Это понятие отличалось от слова «русы», которым называли правящий слой, тогда как русскими называли жителей земли Руси, включая подчиненных из других народов. Окончательное формирование русских, случившееся в условиях распада Киевской Руси, не могло произойти лишь под влиянием государственной власти. Важную роль сыграли христианизация и культурное сближение. Для большинства православная религиозная идентичность была важнее, чем этническое самосознание, как русские. Значение христианского самосознания поддерживалось благодаря роли церкви в образовании, письменности и культуре. Православие объединяло разрозненные княжества, сглаживая границы после распада Руси. Оно четко отделяло славян Восточной Европы от католиков, мусульман и язычников. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Формирование русских как народа шло постепенно в 13-14 веках, а вскоре после завершения началось разделение. Это было связано с утратой влияния правящего слоя русов и ослаблением их династических связей вследствие монгольского нашествия. Распад Руси отражал слабость общей идентичности. В Московском княжестве элита, опираясь на Орду, строила жесткую власть, отчужденную от народа, в отличие от Литовской Руси, где сохранялись элементы более мягкого правления и автономии. На севере Руси сначала почитали тех, кто боролся с татарами, а в XVI веке канонизировали Александра Невского. Разделение русской церкви на московскую и литовскую митрополии отражало глубокий раскол среди русских. С XIV по XVII века постепенно выходил из употребления древнерусский язык. С потерей единства и усилением западного влияния значительная часть населения стала латинизироваться. Латинский термин «рутины» – «русины» стал общим названием для западных русских. Здесь династия Рюриковичей теряет центральную власть, и влияние элит русов исчезает. Слово «Украина» впервые упоминается еще по 1187 годам и позже периодически встречается в летописях, обозначая еще нечетко определенную территорию. Похожие географические названия «Белая Русь», «Черная Русь» и «Красная Русь» появляются в 13-14 веках. Все они сосуществуют со старым именем Русь и русские. Великий князь литовский Гедимин, приняв королевский титул, назвал свое государство Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. С XVI века славянское население этих земель начинает называть себя литвинами не по этническому признаку, а по принадлежности к литовскому государству. На формирование российского народа повлияло финно-угорское окружение. Считается, что название Москва могло происходить от их слов «мозг» – темный и «ва» – вода. В 16-17 веках названия Русь и Московия часто использовались как взаимозаменяемые. В Московском царстве 15-17 века главным элементом идентичности было православие. Оно объединяло людей сильнее, чем этническое или национальное чувство. Даже мусульмане-татары могли войти в систему, если принимали власть царя и переходили в православие. Само название «Россия» образовано под влиянием греческой церковной традиции. Кризис и распад Речи Посполитой затормозили процесс окатоличивания и замедлили формирование украинской и белорусской идентичности. Под Украиной тогда уже понимали конкретные территории – Подолье, Северщину, Волынь, как видно, например, в описаниях Баплана. При этом старое название «Русь» оставалось в ходу. После Брестской унии 1596 года новая церковная структура получила название Русской униатской церкви. Термин «греко-католическая церковь» утвердился только с 1700
1974 года эмигранты из Австро-Венгрии в Америке называли себя русинами. Но с конца 19 века ослабление православной основы в Российской империи усилило национальные различия и способствовало отделению украинской идентичности от русской. Отказ от русскости в пользу украинства часто становился формой социального протеста, местного против имперского, народного против казенного. В этот период начинается кодификация украинского литературного языка. В 1798 году выходит «Энеида» Ивана Котляревского, а в середине 19 века Тарас Шевченко создает обширное литературное наследие на украинском языке. В определенном смысле литературная форма украинского языка оформилась даже раньше, чем русского. Так язык народа начал формироваться раньше, чем Украина стала этническим и национальным понятием. Для отображения новой реальности в Российской империи начали использовать термины «белорус» и «малорос». Название «русин» постепенно вышло из употребления и было заменено, однако в Австро-Венгрии оно оставалось официальным обозначением. Украинская интеллигенция и греко-католическое духовенство, особенно в Галичине, начали активно продвигать этноним «украинец» в общественной и культурной жизни. Поскольку украинская нация не имела устойчивой государственной элиты, прежнее самоназвание «русин» смогло быть постепенно вытесненным из употребления почти полностью. Новый этноним «Украина» был давно известен, но до этого использовался ограниченно. В Центральной Украине, начиная с 1830-х годов, это название начали использовать Николай Костомаров и участники братства святых Кирилла и Мефодия. Формирование белорусского этноса, самоназвание белорусы, произошло позднее, во второй половине 19 века. Этот процесс шел в противовес влиянию как польско-католической среды с Запада, так и русской православной с Востока. Важную роль сыграло прибалтийское протестантское влияние. После большевистского переворота роль православия в общественной жизни резко ослабла. Коммунистическая идеология отказывалась от религиозного единства восточных славян и от общей памяти о крещении Руси. История русов, их династии и церкви трактовалась как история угнетения. На смену пришла идея о многовековой борьбе трудящихся с эксплуататорами, прежде всего с дворянством. Провозглашалась новая советская идентичность, но фактически при Сталине усиливается опора на элементы русского национализма. Начали прославлять фигуры вроде Александра Невского и Ивана Грозного. На польских территориях, где проживали украинцы и белорусы, сохранялась национальная и христианская идентичность. Она стала подавляться после присоединения к Советскому Союзу. Несмотря на десятилетия репрессий, христианская и национальная идентичность не исчезли. Наоборот, к 1990 годам они стали важным элементом сопротивления и восстановления независимости. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.